Сейчас не ночь, сейчас 5 часов утра. И представляете, мы встали в такую рань, потому что мы едем на сафари. Сувенирный магазин небольшой. И у мамы селфи-палка сломался. Да, с селфи-палки пришел кирдык, я уронила телефон прямо в пол. Мы едем дальше, пока близко только зебры к нам подходили. Мы близко прям к нему подъехали. Обед у нас будет шведский стол, и это лодж посреди этой саванны. А вот здесь люди остаются на ночь, чтобы встретить рассвет. Мы ехали по дороге и прям к нему выехали навстречу. Я утром вышла к океану, а океана нет. Он куда-то ушел, здесь такой отлив, все водоросли остались. И там мелко-мелко далеко. Капец. Тая еще спит после вчерашнего сафари, после тяжелого дня. А я иду позавтракаю. У нас в отеле учат погружаться, есть школа дайвинга. Вроде уже начало 8-го, а все еще спят туристы. Шезлонги пустые, такая тишина, никого нет. Удивительно. У меня сегодня омлет, бекон, овощи и сладкий батат. Мой знакомый мужчина в отеле меня пожалел, посмотрел на мое лицо и подарил мне остатки масла ши. Я сейчас намажу, потому что я сегодня не знаю, как пережить этот день под солнцем. Здесь маракуйя очень вкусная. Покажу вам, как местные мальчишки приманивают туристов своими акробатическими трюками. Ну и хотят хоть что-то заработать в надежде, что кто-то выйдет на пляж и им какую-то мелочь даст. Расскажем о всех недостатках и плюсах отеля Кения Бэй. Итак, впечатление об отеле из хорошего. Территория зеленая, красивая, очень много пальм, бассейн и прямой выход к океану. Океан шикарный, теплый. Ну, бассейн мне нравится, мне интересно, насколько его чистят у меня тут сегодня. Потому что он такой немного выглядит, ну, будто бы давно не меняли. Нет, ну я утром смотрю, что работник всегда ходит и чистится чехлом, а так, когда меняют воду, конечно, мы не знаем. Но я думаю, что меняют. Еще из хорошего. Завтраки вкусные, ужины вообще очень разнообразные и тоже вкусные, большой выбор еды. Про плохое. Работники ресепшена, не все. Есть одна мадам, которая, ну, реально вот немножко туповата. Заказывали мы с вечера под запись ранний завтрак, когда нам нужно было ехать на сафари на 5 утра. Я пришла, она все записала, переспросила номер комнаты. Утром выходим, а для вас нет завтрака, вы не заказывали, говорит. Я говорю, в смысле не заказывали, вы же записали. А вы не расписались, я говорю, так вы мне не давали. Она говорит, я не знаю, вот вашей росписи в журнале нет, значит вы не заказывали. Ну, в итоге мы в тот день остались вообще без завтрака. Ну, мама так не считает, мне не нравится еда, потому что здесь почти все сразу идет. Ну, то есть, я люблю, когда хотя бы чуть-чуть есть как рис или макароны, отдельно без ничего, как было, когда мы ездили. Ну, вчера были такие блюда, да. А здесь такого нет, вот сразу все с чем-то. Я, конечно, шпинат не люблю, я просто со шпинатом не хочу. В общем, Тая придирается к ужину, потому что ей то паста смешанная с каким-то соусом, то картошка чем-то политая. Хотя есть и отдельно, есть. Просто ты не хочешь этого видеть. Что еще? Вечером интернет вообще еле работает, загрузить ничего невозможно, потому что все сидят на Wi-Fi. И хороший интернет бывает только ночью, с хорошей скоростью. Вот. И еще душ не очень удобный, потому что, ну, в номере, я имею в виду, он встроен в стенку, короче, и только так, ну, как, нет от него, как называется? Шланг. Ну, да. Он, да, без шланга, стационарный, и когда моешь голову, все льется в разные стороны. Да. Еще я считаю, что в таких странах африканских, как Кения, Намибия, Танзания, ну вообще в любых, должны быть накомарники, должны быть балдахины на кровати. В этом отеле
их нет, но зато у нас есть в потолок вкрученных 2 крюка, типа где должен быть балдахин, но его нет. И это очень плохо, потому что, как ни крути, комары есть, которые переносят малярию, желтую лихорадку, и это реально опасно. Мы пытаемся закрывать двери на балкон, вообще их вечером не открываем, включаем кондиционер на холод, ну и в принципе более-менее. Но сегодня я встала, и у меня вся нога, полосочка укусов на ней, хотя я их не видела вчера в номере. Еще очень приставучие бичбои на пляже, но хорошо, что они на территорию отеля не заходят. Это не относится именно к отелю, это в принципе везде здесь на береговой линии и в стране, но иногда это сильно напрягает. Когда ты выходишь и хочешь дойти до океана, они тебя окружают как мухи, каждый предлагает свои экскурсии, массажи, поездки, все что угодно, и ты говоришь later, и пытаешься пробиться к воде. Это реально вот иногда тяжко. А еще вся вода платная, единственное, это каждое утро, когда убирают, приносят 2 бутылки воды в номер, но они типа не как обычная вода, а маленькие. 150 шиллингов кенийских стоит вода на ресепшене, малюсенькая бутылочка, и точно так же в ресторане и в баре. Анимации в отеле нет вообще. Вот в волейбол только мужики играют и все. В отеле на территории есть магазин. Я вот пошла, купила полезные вещи. Лосьон все-таки купила SPF 50. Сейчас это все отмажу из себя, и Тая намажется. Потому что мы погорим. Не, я не буду, наверное. Понятно? От москитов тоже спрей. И купила. Тоже купила футболку. Наш отель находится на пляже Бамбури. Сейчас мы покажем вам его, пройдем по нему и посмотрим, какие здесь есть отели, какой берег и что здесь интересного. Это торговцы на нашем пляже. Здесь есть разные украшения. Hello! Слоники. Вот таких жирафов я купила домой. Тарелочки разные. Везде кокосы продают на пляже. Мы с Таей обмазались все этим кремом с защитой. Я уже одела тунику, взяла с собой кепку. И идем, хотим дойти максимально далеко, где-то остановиться, поплавать. По пляжу ходят масаи и пристают к туристам. Все, я уже нарядилась, я здесь остаюсь. По всему берегу Бамбури вот такие магазинчики с одеждой разной, с купальниками, все что угодно здесь есть. Намыло много водорослей, в принципе, они здесь есть всегда, то есть, я не думаю, что как-то по-другому было бы. Вот такой берег. Но это совсем не страшно, потому что песочек белоснежный, мягкий, такой классный. И всегда можно зайти и найти место, где водорослей этих нет. Вдоль всего побережья пляжа есть много отелей и баров, и ресторанов, куда можно зайти. Очень много фигур слонов, различных животных в сафари. Здесь это реальный бизнес. Смотрите, какую красоту делает человек вообще. Это нужно иметь такой талант, чтобы из песка сделать такого льва. Вау! Beautiful! Мы идем по берегу, сейчас хорошая такая погода. Солнце есть, но оно за тучами, и я надеюсь, что мы не пригорим, так как в первый день. И буквально каждые 10 метров подходят местные, предлагают свои услуги, массажи, экскурсии, снорклинг, дайвинг, все что угодно. И ты говоришь later, when I will come back, я подойду к вам. Ну, в общем, так вот. Также в Танзании, в принципе, было, на Занзибаре. Они тут очень приставучие, но нужно не обращать на это внимания. Они общительные. Only looking? How are you? Well. Inside, yeah. Let's look. And I have this bag also. Oh, beautiful. Beautiful bags, yes? Yes? How much cost one bag? One bag is not too much money. $10. Yes, in dollars. $10. Mm-hmm. Only dollar this, my friend. Only this one. $15. 15, yes? $15. Oh, Yes, yeah. it's good. Yes, good price. Короче, такая сумочка, любая, стоит $15. Мне она нравится, я хочу Алисе взять на обратном пути. Как тебе? Да, и не очень, короче, заходит, я поняла по ее лицу, да. Но я не люблю такой цвет. I don't like such color. Oh, such color. Yeah. Such color, no? Maybe. This one is like. This one is good. Yes, okay.
это мама решила купить Алисе еще одну сумку. Еще одно ключевое слово, да? Ну да, я не знаю зачем, честно. И у нас, получается, еще нету билета даже на автобус, а мама уже деньги на сумку. Короче, я тут тогда. кучу денег просадила, меня тут легко разводить, но я со всеми ними торгуюсь. Вот сумка была 15, а я ее взяла за 10. Может быть, даже я с ней буду ходить. Она такая яркая, прикольная, мне нравится. Я вообще люблю такие африканские вещички. Я чувствую, что у меня чемодан будет перегружен полностью, как обычно. И нужно искать скотч, чтобы его замотать. Кокосы. Повсюду кокосы, но мы с ним идти не хотим. Я говорю, not now. Очень много лодок рыбацких, и утром все они уходят в океан за рыбой, возвращаются и здесь продают свой улов на берегу. Вообще пляж хороший, мне нравится. Единственное, что сейчас такая мрачноватая погода, когда солнце, все выглядит намного ярче. Этот песок белоснежный, пальмы. Я знаю, Тая не любит, когда эксплуатируют животных, и это правильно. На Бамбуре очень большое количество различных отелей, разной категории звездности. У нас 3, мы живем в 3, а вот это 5. Я вам покажу количество этих статуэток африканских на пляже. Носороги настоящие. Из красного дерева много фигурок. Мы дошли до определенного момента, и здесь куча местных сзади в океане. Мы пройдем немножко дальше, уже там где-то поплаваем. Делают вот такие шляпы из пальмовых веток. Yes. Вот, смотрите, какое прикольное. Это моему мужу на дачу надо. Только я ее не довезу. Угу. Yes. Возле нашего отеля такого нет. Здесь прям весь берег в этих водорослях, и никто их не убирает в более диких участках пляжа. Солнца нет, и все равно очень жарко. Пекучее такое все. Мы сделали вывод, что чем дальше мы шли в эту сторону, тем больше водорослей на берегу. И мы вернемся и будем плавать где-то уже возле нашего отеля. Очень много вот таких нор по всему пляжу. Это, скорее всего, крабы. Туда заползают и там живут. Мы шли по берегу, а здесь выкинула вот такую рыбу. Тая говорит, что это рыба-шар. Наверное, я не уверена. Страшная она такая, вся в иглах. Здесь есть вообще дикие участки, заброшенные отели разные. Скорее всего, здесь водоросли никто не убирает, их и так очень много намывает, они так здесь и остаются. Их убирают только на территории отелей. А здесь вообще капец. Алису ждет вот такая сумочка. Домой я ее везу. Вороны пьют из этого лягушатника детского. В нашем отеле ходят обезьяны по крышам и балконам. Это вместо котов. Наш номер на 2 этаже, и рядом нет деревьев, и они к нам не добираются. А у людей, кто живет внизу, постоянно тырят вещи с балконов. Каждый ужин разный. Сегодня вот много овощей, картошка фри, свинина в сладком соусе, курица в кислом соусе, куча всего. Здесь готовят какое-то мяско вкусненькое. Сегодня выходные. Hello. Суббота, и вот такая вкусняшка будет. А здесь будет что-то жариться в печи. Вот так вот. Ужин только начинается, народ собирается. Покажу вам разные ужины, которые бывают в нашем отеле. И вот сегодня, в выходные, это вот так выглядит. Мы сидим, получается, за этим столиком на полянке под пальмами. Здесь сейчас будет живая музыка. Шашлычки уличные, местные. Жду Таю. Она позже приходит на ужин. Я всегда прихожу раньше, потому что, наверное, я голоднее нее. Вот так.
Коты здесь кайфуют реально. На выходных здесь очень классно. Вот я раньше пришла буквально за 5 минут до начала ужина, и были еще столы на полянке. Кто пришел позже, тот уже здесь не сел, остались в зале. Но вообще сегодня хороший вечер. All the way, I want you to stay.